Очаровательная уличная кошка забредает на дефиле моды Dior в Стамбуле, Турции и шокирует всех присутствующих, демонстрируя истинное значение подиума. Но никто не ожидал, что произойдет дальше. На международном модном шоу из мод в Стамбуле, Турции, произошел сюрприз, когда на подиум вышла особенная модель. Среди десятков красивых девушек в дорогих платьях появилась пушистая модель, которая села прямо посередине подиума, именно там, где должны были пройти человеческие модели. Новичком оказалась черно-белая кошка. Котенок принялся вылизываться, не обращая внимания на сотни людей в зале или моделей, проходящих мимо. Охранники с недоумением переглянулись, гадая, стоит ли им вмешаться и прогнать кошку. Однако смех и аплодисменты гостей убедили их, что котенку следует остаться на шоу. Девушки-модели быстро поняли, что к чему, и расступились, позволяя кошке остаться. После того, как кошка закончила свой туалет, она решила шокировать всех присутствующих, продемонстрировав, как нужно правильно ходить по подиуму. Она плавно прошествовала по подиуму, словно королевская особа, и остановилась на полпути, чтобы насладиться вниманием гостей. Она показывала всем, что значит быть настоящей моделью. Однако вскоре проявилась ее игривая кошачья натура. Ее привлекла деталь одежды, болтающаяся на одной из моделей. Отвлекшись от главной цели прохода по подиуму, она последовала своим природным инстинктам и атаковала эту деталь лапой, вынудив девушку поспешно ретироваться, чтобы защитить платье. Не удовлетворившись, кошка направилась к концу подиума, но на этом ее выходки не закончились. Котенок захотел привлечь все внимание к себе и попытался остановить модель, сосредоточенно покидающую подиум. Она игриво атаковала проходящую мимо девушку, возможно, надеясь на ласку. К сожалению, модель ее проигнорировала. Публика была в восторге от шоу, а организаторы немного беспокоились, что кошка отвлекает внимание от платьев, которые демонстрировали модели. Однако дизайнер Г.С. Хакер был поражен способностью кошки приковать к себе всеобщее внимание без подавления моделей или нарушения шоу. В интервью журналистам дизайнер заявил, что, по его мнению, эта кошка могла бы иметь будущее в модной индустрии и, возможно, стать тем, кто ее обновит. Перед окончанием шоу кошка подошла к некоторым зрителям за лаской и немного поиграла. Несмотря на то, что она явно была бездомной, она вела себя мягко и мило, наслаждаясь всеобщим вниманием в течение нескольких минут, а затем с идеальной походкой модели удалилась. Но это был не конец истории об очаровательной модели. Одна из зрительниц влюбилась в кошку и захотела забрать ее домой. Эмили и ее муж Марк искали котенка после закрытия шоу, но едва не пропустили ее нигде не было видно, и они все больше беспокоились. Турция известна своей популяцией бездомных кошек, и несмотря на то, что местные жители стараются защитить и позаботиться о них, всегда есть риск, что одна из них попадет в дорожную аварию. Эмили и Марк были из Соединенных Штатов и нашли взаимодействие между бездомными животными и людьми в Стамбуле поистине захватывающим. В частности, там все кошки принадлежат всем и никому одновременно. Они свободно разгуливают где хотят и часто получают ласку и еду от местных жителей. Вероятно, поэтому наша маленькая модель чувствовала себя так уверенно в большом зале, заполненном людьми, в то время как кошки из других уголков мира могли быть слишком застенчивыми, чтобы войти. Кроме того, получая постоянный запас еды, кошки в Турции защищены законом. Любой, кто причинит им вред или убьет их, может быть заключен в тюрьму. Но активисты по защите животных все же считают, что кошки должны иметь безопасный дом, где за ними будут ухаживать люди. Эмили согласилась с этим и поэтому не собиралась так легко сдаваться. Она провела весь вечер в этом районе, расставляя кормушки, чтобы найти котенка. К счастью, у уличного торговца в этом районе был мешок сухого корма на продажу.
и она с радостью купила его. Однако найти пушистую модель было непросто, потому что город кишит бездомными кошками. Другие котята подходили и терлись пушистыми телами о ее ноги, выпрашивая ласку. Марк чуть было не поддался искушению взять одного из них домой из-за их очарования. Но Эмили была непреклонна. Она хотела именно ту кошку с подиума и никакую другую. Но вечер подходил к концу, а маленькая модель так не объявилась. Опечаленные Марк и Эмили решили прекратить поиски, но когда они собирались уходить, услышали мяуканье возле дверцы машины. Это была она, беглая кошечка. Эмили была взволнована, но не хотела спугнуть ее чрезмерным рвением, поэтому достала из кармана немного корма и осторожно протянула кошке. Кошка с удовольствием съела угощение, а затем запрыгнула на заднее сиденье их машины. Казалось, она знала, что они везде искали ее, и теперь, когда она нашла их, почувствовала себя как дома. Эмили попыталась объяснить ей, что они хотят забрать ее домой, но кошечка уже крепко спала на заднем сиденье. Эмили восприняла это как хороший знак и попросила Марка ехать к их апартаментам. Добравшись до съемной квартиры через Airbnb, сонная кошечка бродила вокруг и чувствовала себя так же комфортно, как домашняя кошка. Она выглядела слишком расслабленной для бездомного животного, и пара стала подозревать, что в прошлом кошка какое-то время жила в доме. Эмили хотела убедиться, что у кошки больше нет хозяев, поэтому осмотрела ее на предмет каких-либо опознавательных знаков, но, к сожалению, не нашла ничего. Поэтому она сразу же начала процесс усыновления кошки. Но сначала ей нужно было придумать имя для своей новой питомицы. Не зная, какое имя ей больше подойдет, Эмили решила дать кошке возможность выбрать имя самостоятельно. Она села рядом с ней и произнесла несколько имен, чтобы проверить реакцию кошки. «Эмми», — позвала она, но кошка не отреагировала. «Джинджер». В этот раз кошка мяукнула в ответ и облизала Эмили, словно одобряя это имя. Она обвила лапами ногу Эмили и уснула. Джинджер стала новым членом семьи, но казалось, что она была с ними всегда и никуда не уйдет. На следующие дни пара отвезла ее к ветеринару для полного осмотра перед долгим путешествием в Соединенные Штаты. На приеме у ветеринара Джинджер была оживленной и игривой. Поскольку видео с ее выходкой на подиуме стало вирусным в социальных сетях, все были рады увидеть знаменитость воочию. Она не возражала против внимания и снова была счастлива оказаться в центре всеобщего внимания. К счастью, она была такой же здоровой, как и любая уличная кошка, и, казалось, чувствовала себя прекрасно. Эмили была рада услышать, что с Джинджер все в порядке. Она думала, что преодолела самое большое препятствие в их путешествии, но ее ждал большой сюрприз. Ветеринар не имел достаточной информации о процессе ввоза домашних животных в США из другой страны. Правила въезда животных в страну регулируются Центром по контролю и профилактике заболеваний и Службой инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США. Поэтому Эмили начала гонку против времени, чтобы выполнить условия этих ведомств до своего отъезда в Соединенные Штаты. Сначала ей нужно было сделать Джинджер микрочип. Найти место, где можно это сделать, заняло больше времени, чем она ожидала. С помощью организации по защите животных ей в конце концов удалось вживить Джинджер микрочип. Следующим шагом была вакцинация. Прививка от бешенства была одной из самых важных вещей, необходимых Джинджер для выезда из Турции и въезда в любую другую страну. Путешествие без прививки было бы рискованным для Эмили, так как Джинджер могли поместить на карантин на пункте въезда, и если вообще бы разрешили ей сесть на самолет, у авиакомпаний есть свои правила относительно вакцинации. Планировалось вакцинировать Джинджер и сделать анализ на антитела, чтобы убедиться, что ее организм выработал необходимый иммунитет. Эмили была готова заплатить за эту процедуру, несмотря на высокую стоимость.
К сожалению, она столкнулась с еще одной проблемой. После прививки Джинджер должна была ждать до 8 недель, прежде чем ее можно будет проверить на антитела и признать готовой к путешествию. 2 месяца — не такой уж большой срок, но рейс Эмили в США был всего через 7 дней. У нее навернулись слезы на глаза, когда она задумалась, стоит ли оставить любимую кошечку или отменить рейс и подождать ее. Она понимала, что не может бесконечно откладывать поездку домой, но также знала, что не хочет, чтобы Джинджер снова оказалась на улице. Она решила все же провести вакцинацию и одновременно начать поиск альтернативных вариантов. После вакцинации Джинджер Эмили начала непростую задачу — найти семью, которая могла бы присматривать за кошкой, пока она не будет готова к путешествию в США. Заразительная личность Джинджер облегчила это. Несколько человек вызвались присматривать за ней в ожидании отъезда. Тем не менее, Эмили хотела выбрать для своей питомицы лучшую семью. В итоге она остановилась на Аре, женщине лет 50, волонтере из организации по спасению животных, которая помогла вживить Джинджер чип. У Ары также жили кошка и небольшая собака, так что Джинджер не была бы одна. Ара заверила, что будет звонить каждый день и сообщать о кошке. Рейс Эмили был запланирован на 5 часов вечера следующего дня. Поэтому после того, как она оставила Джинджер, ей нужно было вернуться в апартаменты и упаковать вещи. Прощание было тяжелым моментом. Она крепко обняла свою кошку и пообещала, что вернется за ней. Обычно жизнерадостная и веселая Джинджер в то утро казалась угрюмой, словно чувствовала, что что-то не так. Добравшись до приемной семьи, она крепко вцепилась в Эмили и не хотела отпускать. Потребовалось вмешательство Ары, чтобы отделить ее от Эмили. Все это время Джинджер выражала недовольство всей ситуацией, мяукала, словно от боли, и фыркала, как будто ее обидели, и она хотела, чтобы все знали об этом. У Ары был опыт ухода за приемными кошками, поэтому она успокоила Джинджер и завела ее в дом. Эмили же горько плакала в машине, а Марк утешал ее. Она была переполнена эмоциями, но надеялась, что через несколько недель Джинджер наконец окажется дома с ней. В тот день Эмили села на рейс и попрощалась с городом, который подарил ей нового члена семьи. Пока Эмили летела, Джинджер нашла себе место под кроватью Аары и тихо спряталась. Некогда веселая кошечка теперь держалась в стороне. Ара пыталась всеми возможными способами развеселить ее, но Джинджер не ела и не шла на контакт. Аару беспокоила такая реакция кошки, и она уже была готова позвонить ветеринару. Но сначала она позвонила кое-кому другому, кто наверняка мог поднять настроение Джинджер. Как только Эмили приземлилась в США, Аара набрала ее номер. Услышав голос хозяйки по громкой связи, Джинджер выбежала из-под кровати и громко замяукала. Несмотря на такое короткое время, проведенное с Эмили, она так сильно к ней привязалась. Эмили было больно слышать, что Джинджер не справляется с ситуацией, но она пыталась уговорить ее поесть. В следующие дни кошка наконец начала принимать угощения и больше не пряталась от Аары. Эмили могла вздохнуть с облегчением, зная, что с ней все в порядке. Несмотря на разницу во времени, она звонила поговорить с Джинджер каждый день. Кошка начала ожидать этих звонков и забиралась на стол Ары, как только слышала звонок телефона. На этом этапе процесс усыновления шел гладко, результаты анализа на бешенство были готовы, и ветеринар подтвердил, что у Джинджер выработались необходимые антитела. Оставался последний и самый важный шаг. Эмиле нужно было получить необходимые документы для усыновления кошки и вывоза ее из страны. Министерство сельского и лесного хозяйства Турции Аурмренбаканул отвечало за подготовку этих документов. Работая с ветеринаром в Стамбуле, Эмилия получила необходимые документы для запроса разрешения на вывоз кошки, но затем прошло 2 недели без ответа от ведомства, и она, естественно, начала беспокоиться.
Эмили связалась с ветеринаром, с которым работала, чтобы отследить ход дела, и он сумел выяснить, что срок рассмотрения заявления составляет 3 месяца. Эмили была подавлена, услышав эту новость. Ее муж Марк тоже начал беспокоиться, опасаясь, что все эти хлопоты могут сказаться на здоровье его жены. Поэтому он решил изучить способы ускорения всего процесса. В то время его хороший друг Влад путешествовал по Европе, и Марк попросил его по возможности заехать в Стамбул и проверить, как идут дела. Однако Марк не сказал об этом своей жене. Он надеялся сделать ей сюрприз и доставить Джинджер в США к ее дню рождения. Так начался обратный отсчет для ускорения процесса. Влад прибыл в страну и с особым интересом взялся за это дело, поскольку тоже любил животных. Вскоре он выяснил, что документы почти готовы, и Марк купил билет на самолет для Джинджер. Ей предстояло еще раз пройти осмотр у ветеринара, чтобы убедиться, что она достаточно здорова для путешествия. К счастью, она снова успешно прошла проверку. С этим большим успехом последнее препятствие было преодолено. Джинджер наконец-то возвращалась домой. В день вылета она радостно забралась в переноску. Аара отвезла ее в аэропорт и наблюдала, как сотрудники авиакомпании забрали переноску с кошкой. Это был бит и рсвит момент. С одной стороны, она была рада, что Джинджер наконец воссоединится со своей навсегда семьей, но с другой, ей было грустно расставаться с этой особенной кошечкой. Влад попрощался с ними и сел на рейс. План воссоединения Джинджер с Эмили был приведен в действие. Однако группе предстояло преодолеть еще одно последнее препятствие. Долгий перелет из Стамбула в США совпадал по времени с запланированным звонком Эмили Ари. Ара с болью в сердце смотрела, как звонит ее телефон, но заставила себя не отвечать, чтобы не испортить сюрприз. Тревога Эмили в тот день зашкаливала, ей исполнялось 36 лет, и единственное, чего она желала, это долгого разговора с любимой кошкой. Однако, казалось, это желание не сбудется. Она уже хотела отменить всю вечеринку из-за испорченного настроения, но Марк убедил ее все же отпраздновать день рождения. В конце концов, она согласилась. Марк украсил двор и пригласил несколько друзей. Он постоянно проверял телефон в ожидании известий о прибытии Влада, и Эмили начала что-то подозревать. Но она решила, что он просто приготовил для нее особенный подарок на день рождения. И чтобы не испортить сюрприз, решила пока не обращать внимания на его подозрительное поведение. Когда настало время петь «Happy Birthday», ее друзья собрались вокруг и попросили загадать желание. Она закрыла глаза и подумала о своей любимой кошечке. И вдруг что-то коснулось ее ноги. Когда Эмили открыла глаза и опустила взгляд, она не могла сдержать слез. Это была Джинджер. «Как?» — воскликнула она сквозь рыдание. Марк рассказал, что отправил Влада лично проследить за ходом дела и ускорить процесс. За 36 лет жизни это было первым случаем, когда желание Эмили исполнилось через несколько секунд. Она была так благодарна своей семье и друзьям и не могла дождаться, чтобы познакомить всех с Джинджер. Теперь Эмили могла вздохнуть спокойно, ведь ее семья была в сборе. А когда она вернулась в дом, ее ждал второй сюрприз. Целая комната, полностью обустроенная для Джинджер. Как теточка, кошачье дерево, туннель и полочки на стенах. У Эмили навернулись слезы, когда она увидела эту комнату. Она знала, что муж ремонтирует запасную комнату, но не ожидала, что он приложит столько усилий, чтобы создать идеальное место для нового члена семьи. Джинджер быстро освоилась в новой комнате и выбрала свое любимое место на кошачьей кроватке. Она все еще была измотана после долгого перелета и снова уснула. Но когда Эмили вышла из комнаты, чтобы дать ей отдохнуть, Джинджер громко мяукнула в протест. Видимо, она боялась, что ее любимая хозяйка опять оставит ее. Эмили крепко обняла кошку и заверила, что теперь она дома и больше никогда не будет разлучена с семьей.
После того, как в 2018 году видео с бродячей кошкой, прервавшей модное шоу, стало вирусным в интернете, оно регулярно всплывало в сети, каждый раз снова становясь новостью. Хотя Джинджер так и не стала модной иконой и не смогла походить по подиумам, она обрела нечто гораздо более ценное. Навсегда. Дом. Какой трогательный финал для кошки с таким смелым характером. А вы готовы пойти на край земли ради домашнего питомца? Расскажите нам в комментариях. Спасибо, что посмотрели, и до новых встреч.